Привет, друзья! В Германии назревают события, которые могут изменить ситуацию сразу в нескольких сферах. Руководители крупнейшей железнодорожной компании никак не могут найти, итальянцы неожиданно усилили свое влияние в одном из главных банков Германии, а кадровый кризис только набирает обороты. К этому добавляются необычные истории. В Австрии женщина отправила сотни резюме и осталась без работы, а Канада неожиданно сменила курс в торговых переговорах с Соединенными Штатами Америки. Что это все значит для Германии и Европы, сейчас разберем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое важное. Итак, немецкий министр транспорта Патрик Шнайдер столкнулся с первыми отказниками в поиске нового руководителя для Deutsche Bahn, госкомпании, переживающей один из самых сложных периодов в своей истории. После неожиданного отстранения предыдущего главы Ричарда Лутца министр анонсировал скорое назначение преемника. Он рассчитывает представить нового руководителя и стратегию обновления компании уже к 22 сентября, однако подчеркнул, что возможны небольшие задержки, цитата, «возможно немного раньше, возможно чуть позже». Тем временем процесс подбора идет в режиме высокой скорости. Совет директоров привлек внешних рекрутеров, чтобы найти подходящих кандидатов. Среди названных претендентов региональный руководитель Deutsche Bahn Эвелина Палла и глава инфраструктурного подразделения Филипп Нагль. Однако некоторые известные фигуры, включая бывшего главу Федерального департамента транспорта Швейцарии Питера Фюхлисталлера и руководителя австрийской железной дороги Андреса Матте, уже отказались от предложения возглавить Deutsche Bahn. Также отказ от участия выразил бывший министр финансов Германии Йорг Кукис. Но в отрасли удивлены тем, что отставка Ричарда Лутца была объявлена прежде, чем найден преемник. Представители железнодорожных союзов и ассоциаций предупреждают о риске длительного вакуума в руководстве. Пассажиры, персонал и даже сам министр не могут позволить себе промедление в сложившейся трудной ситуации. Шнайдер оправдывает свое решение. По его словам, скрывать процесс нельзя, а публичные новости не лучший источник для людей, еще находящихся в должности. Но он все же выбрал диалог лицом к лицу как основу коммуникации по этому вопросу. А дальше интересная новость. Итальянский банк Unicredit существенно нарастил долю в немецком банке Commerzbank, увеличив свою прямую долю до примерно 26%. Это делает итальянский Unicredit банк крупнейшим частным инвестором, превзойдя даже пакеты самого немецкого государства. В ближайшее время итальянцы планируют перевести еще часть финансовых инструментов, что позволит довести долю, внимания, до 29%. Такой шаг приближает возможное предложение по приобретению контрольного пакета по действующим законам. Напомню, повышение порога в 30% активов обяжет Unicredit сделать официальное предложение другим акционерам. Несмотря на это усилие, в настоящий момент Unicredit не намерена требовать места в наблюдательном совете Commerzbank. В Берлине настороженно отнеслись к действиям итальянцев, назвав их некоординированными и выразив отказ от продажи своего пакета акций банка. Напомню, что финансовые регуляторы, включая Европейский центральный банк и Федеральное управление по конкуренции, ранее дали добро Unicredit на увеличение доли до 29,99%. Этот шаг свидетельствует о нарастании давления и вероятности в будущем борьбы за контроль над вторым по величине частным банком Германии. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность и связана с экономикой Германии. Исследования показывают, что нехватка квалифицированных кадров все сильнее тормозит развитие экономики Германии. По последним данным института ИФА, 28,1% компаний жалуются на недостаток сотрудников с нужной квалификацией. Это почти на 1% больше, чем в апреле. Особенно острая проблема ощущается в сфере услуг. Тут о кадровых проблемах говорят 33,7% предприятий. В логистике сложности с поиском подходящих работников испытывает более половины компаний, а среди юридических и бухгалтерских фирм нехватка ощущается внимание у 72,7% работодателей. Проблема с поиском специалистов наблюдается и в других отраслях. В промышленности доля таких компаний выросла с 17,9% до 19,3%. Особенно дефицитно ощущается в пищевой промышленности, машиностроении и производстве металлоизделий. В торговле примерно каждое четвертое предприятие испытывает трудности с подбором персонала. Строительная компания, несмотря на ожидаемый рост числа заказов, отмечает нехватку также рабочих рук. Эксперт ИФА Клаус Воллерабе подчеркивает, демографический спад в Германии еще усугубит ситуацию в будущем.
Сегодня заметно не хватает молодых специалистов, чтобы заменить сотрудников, уходящих на пенсию. И это еще не все. Появилась новость продолжения торговой войны с Соединенных Штатов Америки. Канада решила отменить значительную часть ответных пошлин на товары из Соединенных Штатов Америки, чтобы оживить зашедшие в тупик торговые переговоры. Новые условия вступят в силу уже с 1 сентября. Власти Канады объявили, что снимут пошлины, введенные ранее в ответ на американские меры на широкий спектр товаров. Особенно это касается сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров и машинной техники. При этом тарифы на американские автомобили, сталь и алюминий пока сохранятся в силе. Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что данный шаг – это часть обязательств в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле и направлен на восстановление преимущественных условий для канадских производителей и рабочих. Реакция на этот шаг Соединенных Штатов Америки была положительной. Белый дом приветствовал инициативу и выразил готовность продолжить обсуждение по вопросам экономики и безопасности. Несмотря на ограниченные уступки, экономисты отмечают, что Канада делает важный политический жест для налаживания диалога между странами. А дальше важная новость Германии в продолжение темы кадров. Многие немецкие компании столкнулись с новой головной болью. Молодые соискатели и выпускники просто не приходят на свою новую работу, даже после подписания контракта. По данным одной из отраслевых компаний, 2 из 1018 новичков не появились в свой первый рабочий день без объяснений. Аналогичные примеры фиксируются нередко. Так Сорен Кеттеринг, специалист по персоналу, отметил, что молодые люди все реже связываются с работодателем. После подписания договора они могут переставать выходить на связь. Такая ситуация подрывает работу предприятий, место остается пустым и найти замену в кратчайшие сроки практически невозможно, особенно на этапе ввода новых должностей. Такие шаги осложняют и ситуацию для других потенциальных претендентов, которые уже упустили свой шанс. Психологи и работодатели отмечают, одной из причин является слабая привязанность молодых людей к компании и дефицит мотивации. Большое количество вариантов и свободный выбор иногда приводит к тому, что обязательства воспринимаются менее серьезно. Чтобы бороться с этим, эксперты советуют наладить связь с будущими кадрами еще до начала работы. Регулярные контакты, приглашение на ознакомительные мероприятия, персональный подход и вовлечение родителей помогают обеспечить доверие и снизить риск внезапного исчезновения нового сотрудника. И, внимание, еще одна интересная новость о поиске работы. В Австрии история одной 60-летней женщины вызвала бурю обсуждений. Она отправила, внимание, 420 резюме и сопроводительных писем. И каждый раз сталкивалась с отказом. По ее словам, в ее возрасте устроиться на работу становится значительно сложнее. Женщина, которую журналисты называют Мартина, имя вымышленное, рассказала, что прошла множество курсов службы занятости, которые должны помогать безработным с трудоустройством. Однако она считает, что они малоэффективны. Среди участников курса она отметила, что была единственной местной, а один из участников приезжал туда на дорогом автомобиле и при этом получал пособие. Ее особенно расстроил образ одного из советников. Он вел свои занятия в окружении свеч и благовоний, что, по ее словам, добавляло театральности вместо практической помощи. Другие тренеры, по ее впечатлению, относились к своей работе не слишком серьезно, а один из тренеров, по ее словам, повышал голос на участников. Параллельно с ее историей появились и советы от экспертов. Чаще всего отказам в приеме способствует несоответствие навыков, недостаток опыта, плохое оформление резюме, отсутствие необходимых документов и неясные пробелы в биографии. По данным одной статистики, 70% кадровиков отклоняют заявки без ключевых компетенций, 58% из-за недостаточного опыта, 33% из-за неудобной формы подачи, 26% из-за пропусков документов и 23% из-за необъясненных перерывов в трудовой истории. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.